Хороший вот этот сорт помидор для засолки. Он усыпной. Покажи по низу. Что показать? По низу сколько там помидор много. Прям идеальный для засолки. Так много его и так хорошо. Он идет. Он кустистый, его даже можно не убирать. Пасынки, с пасынок столько много помидор наросло. Только, конечно, надо листики убирать, не лениться. Чаще прорежь. Сейчас не успеваю в этом году ничего. А так классно, конечно. Помидор в этом году море. Мы уже сняли 4 ведра, вон наспело ведра 4 еще. Самое главное, сняли, они уже опять переспели все. Осталось, уже пересолили, все перемариновали. Это надо тоже подвязать. Сколько завязано? Раз, смотри, одна, вторая, вот смотри, как много. Там все, вот, каждая плеть, вот смотри, все уже кишит. Даже неохота прищипывать, потому что понимаю, что будет еще. Еще расти месяца 2. Все будет, вообще все кишит. Я прям довольна. Все это благодаря подкормкам? Ну да. И то, что ты это обрезаешь постоянно? И сорта, и тут все много значит, да. Почему говорю, калорийная бомба, видишь, как хорошо помогла. Сколько помидор перекраснела. 4 ведра уже съели красных. Не было, и раз, все, и пошло. Только вот к этим ниткам очень удобно подвязывать теперь. Вот они нарастают, и кверху оставляю чуть больше пасынков. И очень удобно. Раз, привязал к этим ниточкам. Тоже. Тут просто голая веточка, на ней уже сколько много помидорок. Это уже можно убрать веточку, тут и тоже помидор завязался. На пасынках сверху так много помидор. Я кверху, когда дорастает, всегда оставляю пасынки все, чтобы больше было еще помидоров. Еще тоже можно подвязать вот это с этим. Подвязываю еще, почему сюда, потому что под крышей, чтобы оставались ниточком, чтобы... Вот покажи, что нету никакой гнили, ничего на помидорках нету, потому что под крышей. Ну и плюс вот эта подкормка, это как раз, которую калорийную бомбу я показывала, это как раз от вершинной гнили, от ранних перепадов температур, от всего вот она помогает. И вот посмотрят, что нету ничего, никаких гнилей, ничего нету. Огурчики, конечно, да, они сейчас у меня уже отходят. И тоже их надо, они становятся всякими кривенькими. Это как раз вот нехватка кальция. Сейчас надо усиленно кормить вот крапивой. И вот этой тоже надо, значит, сегодня, вчера немножко подкормили, сегодня надо подкормить обязательно. Тоже надо подвязать. По идее надо прищепнуть. Люди смотрят, говорят. Да, 8 человек нас смотрят. Угу. Okay. Это еще пусть будет. Это тоже сюда встал. Куда его подвязать? Вот это тоже надо подвязать. А ты уже все сделала, закончила? Да, я заканчиваю уже, да. Сейчас пойду подкармливать. Я хочу маленько подвязать, потому что ветра начались. И колыхает туда-сюда. И плодов сильно много. Надо обязательно подвязывать. Плода ломают, ветки. Они охота же, чтобы они зелеными отваливались. Ну да. Это только сняли вот пару дней назад 4 ведра. Смотри, что творится, сколько красных. Ты, наверное, сильно подкормила, Бусь. М. Чересчур.
Нет, нет, все так и должно быть. Это такая подпорка классная. А долго они будут плодоносить вообще? Здесь. Конечно, до холодов они всегда. Вон красных сколько висит, надо снимать тоже. Наверное, завтра уже сниму сегодня. Это именно этот сорт так или вообще? Нет, ну это специальная сорт сажаю для засолки. А вообще все так, посмотри, вот даже где крупный сняла, где бычье сердце, все начало снова нарастать, да так активно. Приятно посмотреть. А это я для засолки, я люблю очень сильно с сыном, мы любим баклажаны, тоже надо немножко проведить. Это с сыном любим очень сильно соленые помидорки. И поэтому надо обязательно насолить побольше. Вот, смотри, пасыночек пошел, вот все уже вот все в завязях. Какой-то пасыночек, хотя тут все в помидор. Поэтому уже теперь, когда к осени дело идет, август, я оставляю пасыночки, чтобы в них тоже уже были помидорки. Эти все, конечно, завтра надо снять. Не про пасынки ты тоже рассказывала. Я отламывала их. Вначале вот это все еще, вот эта мелочь, я уже, конечно, отламываю. А где вот не уследила, вот, ну как ее отломать, когда тут все в помидорах уже? Уже что ее отламывать, она вся. Они все вот. Вот дала пасыночек, и сразу вон бутоны и цветы. Вот пасыночек, и все. Ну как ты его отломаешь? Нет, уже все, к осени пусть остается. Просто подвязывать, подэтывать, проламывать листья лишние. Где завязалась бутончик, можно смело отламывать. Это что у меня с этой стороны надо еще не подвидеть чуть-чуть. Сейчас я покажу Галину грядку целиком. Короб, так сказать. Сколько метров у нас этот короб? Этот короб 2,30, 2,40, что-то такое. А тут 4 метра. с одной Тут стороны. 4 метра, да. Вот тот короб у нас в другой стороне дачи. 40, ой, тьфу, 40 говорю. 4 метра. Да. Двухметровые доски 2 раза, 4 метра. Вот тут такой у нее короб. 2 с чем-то. Ну, а так она ухаживает за дачей. Такая небольшая у нас дачка. Галя, конечно, обожает здесь быть. С работы домой кушать сварила, прибралась чуть-чуть. И на Коль- свою любимую дачку. Ну, посидела, чуть-чуть отдохнула. Как у нас там это в одном тиктоке кто-то рассказывал. Встала утром рано, сварила кушать, приготовила, отправила мужа на работу, детей собрала все. А за кадром кто-то сидит и удивляется. Что, правда, что ли, такое происходит? Ну, в принципе, достаточно. В принципе, готово, да? Да, теперь вот надо немножко мне... Ну, баклажаны срезать, слишком много баклажана, они вон все аж повалились, Владик. Мне надо их проредить, вон они все позавалилось. Надо поредить, прорезать. Много, сильно, от тяжести все наклоняется. Надо палки поставить. Вот там и здесь. Главное, один сорт покупала, а здесь фиолетовый, там черный. Этот сломалась вообще ветка, надо будет сейчас вот отрезать. Здесь тоже все позавалилось. Срочно надо сейчас палки поставить, подвязать. И листики лишние убрать, чтобы они тоже проветривались. Баклажаны должны проветриваться. Это тяжесть. Да, на грядках у меня баклажаны тоже не росли. Я когда на земле пробовала, вот таких никогда не шли. Ботва есть, этих нет. А в коробах, когда повыше, ничего не делаю, ничем не опрыскивала, ничего. Сами по себе прекрасно. Баклажан уже столько съели. И вон сколько есть, надо начинать делать баклажанную икру. Никогда ничего не успеваю. В этом году вообще ничего не успеваю толком. Ну, снимать сегодня их не буду, баклажаны, уже сниму завтра, когда буду готовить. Надо теперь еще огурцы прибрать с помидорами. Помидор много сильно накраснело. Так, сначала надо подвязать, они ломаются, Владик, я боюсь их даже трогать, так что сначала их подвязать. Немножко надо... Баклажаны листья имеешь в виду? А? Баклажаны? Баклажаны, да, они, видишь, завалились все. Они друг на друга лежат. Ну да, я сейчас Или сделаю. мне их снять уже сегодня. Нет, ты смотри сама, ты лучше меня знаешь, как это делать. Надо снять и уже... Ну, я лучше завтра сниму и буду... хочу делать тоже икру баклажанную.
Не икру, а такой как криничий салат. Стики подрезать, листьев много, плохо проветривается. Я тоже подрезать листья, чтобы они проветривались. Громче будешь говорить. Так. Ну, в принципе, на сегодня все, Владик. Надо заканчивать, надо поливать, ехать домой, потому что завтра в 5 утра вставать на работу. Так мы еще и на работу ходим. Тут у нас, если не работать, то ничего не будет. Вот не подвязала. Где-то у меня здесь веревочка. А то быстро так водите, нарастать. Я тем более хочу еще раз сделать калорийный бомб. Теперь уже прошло дней 20, и можно еще раз сделать калорийный бомб. Вот это можно вот это подвязать. Я на бантик делаю, чтобы потом раз развязала и подвязать еще раз этой же ниточкой. Тоже их надо уже подкормить хотя бы крапивой, потому что плодов много. Я хотела сказать про огурцы. Огурцы стали крючковатые. Вот тоже столько. Все вытянули из земли. Надо кормить и кормить и кормить теперь. Вот я тоже вот это подвяжу. Тоже надо начинать подкармливать. Тоже расслабились, давно не подкармливали. Чтобы не сломалось. У нас ветра начались у нас. Вот смотри, вот покажи поближе. Вот любо-дорого, посмотрите, вот все в плодах, все в плодах. Прям каждый этот завязался. Вот видите, вот завязано, вот завязывается. А мне нравится одна веточка такая красивая. Смотри, иди покажи отсюда, Владик. Смотри, вот оно прям гроздями завязывает. Вот прям вся гроздями, гроздями. Вот такая вот уже. Все в плодиках. Так прикольно смотрится. Какие наросли уже. Если учесть, что мы 4 ведра сняли, да? И опять все красно. Неделю назад. Ну, тут еще нет плодиков таких, чтобы не сломалось. Это тоже что-то у меня тут. Надо куда-то почему-то подвязать. Валится. Сейчас вот так и не подвяжу. В принципе, ты уже заканчиваешь Да, все, это всем надо сказать до свидания и идти поливать. поливать. Да, поливать. Ты будешь поливать или я буду подкормить? Огурцы поливаем только теплой водой. Да, я вчера подкормила их, а сегодня хочу подкормить помидоры. Давненько не подкармливала. Что-то вот это что-то подвяло даже. Вот так осталось. Надо баклажаны сейчас подвязать, Владик. Обязательно под порцию поставить. А то, смотри, прям легли уже друг на друга. А тут лежат. Это как будто один куст, но это два. Все, ты в эфире. Сегодня хочу сделать это маринованные помидоры пополам с перцем, с луком. Ой, это так вкусно. Если я этот рецепт не сделала на зиму, то лето не удалось. Уже все есть и приготовила. Надо только время найти. Обязательно сделать вкусняшку. Уже надо начинать. Наверное, может быть, завтра сделаю обязательно. Обломала. Вот тут можно обломать. Везде позавязались. Вот уже где завязались, можно все поубирать. А что ты хочешь делать, не понял, с баклажанами что-то? Нет, помидоры. У меня помидоров очень много накраснело. Я хочу сделать это пополам, маринованные помидоры пополам, с перцем, с луком. Это как лето в банке наподобие, только там только перец и лук. Как раз дачный лук. На даче перец хорошо уже созрел. Я еще купила перчика. И это кольцами все режется, помидоры режутся на крупные такие частички, такие кругленькие. И лук кольцами, перец кольцами, с укропчиком. Это так вкусно в банке. Сейчас-то уже делаем помидор пополам. Сынок ходит, мама, давай откроем, так вкусно выглядит. Ну, чтобы лучше проветривалось. А рецептом будешь делиться? Если интересно, можно поделиться, конечно. Уже это очень вкусно. Этот рецепт у меня еще с России. Мы его страшно любим с детства. Мама его делала всегда нам. Теперь я делаю своим. Блин, листик застрял, не могу очень. Ну, отломала. Ну, ничего страшного. Сейчас положим, созреет. Вот, даже бычье сердце крупные поснимали. Вся мелочь позавязалась. Так прикольно. Столько мелочи еще вот. Надо подкормить, силы им дать, чтобы они это пошли. Крупные снялись, а мелочь пошла в рост. Я рада. У меня новая идея. Я хочу сделать короба возле Тайка. И там Возле пруда ты имеешь в виду? Да, возле пруда.
И хочу там тоже в один небольшой рядочек так садить помидорки. А Там пойдем, щас у меня ведра. пойдем покажешь, где ты Пойдемте. хочешь это сделать. Пойдем покажу. И нужно ли это делать? Вот Смотрите, что подскажите еще у меня мне. выросло. Как она называется, не помню. Мама, как вы? Послен. Это- Послен. Это то, что мы раньше в Здрасте. детстве выкидывали. В картошке он у нас в Сибири рос. И он так потом черные ягодки, и мы ели. И он у меня здесь вырос сам по себе. И я не могу, это же ностальгия. Будем пробовать, как созреет. Ну, рассказывай, где ты сейчас. Да. Тут у нас немножко. Рабочий момент. Вот, придумала Галя мне работу. Ну да, Я садила опять всякие короба. чирики. Чири, иди ближе. Погромче будь. Да, я садила чири и ведра. Ну вот они у меня здесь стоят, их много, их, конечно, очень много. Они вот все усыпные, вот тоже вся гроздями висят. Их много, где-то еще нету. Там желтые, красные. Вот чтобы здесь вот эти ведра не стояли вокруг моего бассейна, надо сделать тоже вот такой короб красивенький. Прям на один кустик. И пусть у меня здесь будут тогда чири, чтобы Так я... все-таки один короб или два? Так, буквой Г. Ё-моё. Я вот те кусты все уберу, все равно это там только зелень. И это. А здесь поставим, смотри, сколько там все в помидорках тоже. Вообще, вот это, ну как вот А, я хотел уточнить, сделаем или сделает? сделает. А, ну вот. Ну, Понятно. главное придумать, главное и придумать. А покажи, какой еще орешник у нас тут прикольное дерево такое. Оно прям к осени, вот эти ветки будут прям до пола. Орехов на нем мало бывает, потому что я его постоянно обрезаю, потому что он сильно разрастается. А места не так много, чтобы, может, был подход сюда, к пруду. И, такой красивый, кучерявый, прям вот это будет все до пола. Красота такая будет. Вот этот куст пустой. Я не знаю, как он называется, много лет, у него корни, я не знаю, наверное, у соседей даже. Он просто зелень, вот его хочу тоже убрать. Ну, незачем на даче получается. Ни к Да, чему. к нему только работа. Грязь, вывозить, стричь, контролировать. А так вот. Да. Что, рыбок наших сегодня кормили? Нет. Где там наши рыбки? Где? И дайте скорее, Вон дайте они. сюда. А, они сюда пришли ко мне. Скорее, давайте. Ой, дайте, мама зовет. Ой, Мама. да нет, Какая ж ты ладно. мама, Галь? Ну, я привыкла так к ним обращаться. Они на мой голос. Ай, дайте скорее. Давай принесу покушать. Нести или не надо? Ну, давай принеси. Давай принесу, я покушаю. Это вот покажи. Это я себе уже на осень выращиваю эти хризантемы. Тут красные, сиреневые, желтые. Там у меня ведра, там. Это я специально в ведрах выращиваю себе. И потом на видное место там впереди, когда перцы уберу, обязательно посажу. И вот я всегда выращиваю. Там покажи, какая у меня пальма тут уже сделала. Галя. Ну, тут у нас бардак бассейновый. Такая большая тоже. А листья такие красивые. Красотка. Я же говорю, не надо никуда ехать, никакую Турцию. Вот сфотографировались возле пальмы, все. Виноград, покажи, какой И написали, виноград. что мы съездили в отпуск. Да, виноград Красота. какой красивый, уже начинает спеть. Вообще болел же он у нас, мы показывали, как мы его обрабатывали, листики обрезали, целый час только листья срезали. Все пошло, все в винограде. С той стороны виноград, здесь черный Мирабелла. Ой, Мирабелла, нет, не Мирабелла он. Сейчас вспомню. А здесь вот зеленый, этот без косточек. Это вообще без коста? Этот вообще без косточек зеленый, вот он тоже такой красивенький. Да, а вот здесь, Владик, покажи. Здесь у меня новый сорт. Даже листики отличаются. Смотрите, какие красивые, плотные листики. Мы сами вырастили. Это у наших родственников растет. Я хочу, чтобы он опять накрыл нас. Раньше вот это место все было в винограде. Виноград прям большими гроздями спускался к нам на голову. Потом кто-то подрыл, и виноград пропал, и ушло. Что собрать? И вот теперь хочу красивые, плотные гроздья, крупный виноград. Совершенно другой сорт, не такой, как у нас. Вот, смотрите, даже какие листья отличаются. Красивые, сочные листья. И вот так до самой осени они. Вот только молоденький кустик посадили. Будет у меня еще один сорт винограда. Давай рыбок накорми, Галь. А то рыбок. мы уедем, рыбы будут не кормлены. Владик, ты что не убрал за собой? Я побежал снимать питомник тебя. Я обрезаю. Вот, видите, как цветет. Вот этот горшок хорошо обрезала, вот этот горшок хорошо обрезала. Пока обещала показать, как цветет. Видите, как хорошо. Сразу же обрезаешь, он снова набирает, еще больше даже набирает. Сейчас принесет еду.
На сарайчик. Ну, так сарайчик у нас там. Сарайчик. Клозет, Вот, смотри, я клозет. хожу, разговариваю, приплыли сюда. Да вы мои роднулечки, они хотят кушать захотели. Хотя кормим каждый день, каждый день. Пойдем туда, как всегда. Пойдемте домой. Ай, дайте к мостику, ай, дайте к мостику. Умненькие мои рыбоньки, ай, дайте сюда. Идите сюда, буду вас кормить. Ай, дайте, ай, дайте, ай, дайте. Ай, дайте, мой хороший. Хотите кушать? Плывут, да? Ну, каждый день кормим. И каждый день они прям у меня за мной. Я хожу, и они за мной туда-сюда, туда-сюда. Много не делают, да. Ну да, потому что каждый день кормим, боимся, чтобы не перекормить. Я так вообще стараюсь через день. Ну, я каждый день, они у меня так просят. Они так чмокают, что нельзя им отказать. Они уже знают, как себя вести, чтобы я не могла устоять. Ай, дайте скорее, скорее. Кто еще не приплыл? Мало. Что-то вас тут сегодня еще? Мало, мало. Специально сетка у нас, чтобы птички не вытаскивали. Прилетают птички, аисты всякие, цапли, чайки, и вытаскивают их. Поэтому приходится... 1 год они у нас всех съели. 1 год они у нас всех съели, да. Почти все, можно сказать. И теперь у нас накрыто, и ну, уже... И Владик сегодня даже мы им зонтик, когда сильно жарко, мы им открываем зонтик, чтобы им не было так жарко. Да, Тина? Тина? Да, это наша Тиночка, иди сюда. Коп. Да, моя девочка, да. Это мой хвостик, да, маленький. Она у нас взросленькая, ей 13 лет, да, Тина? У нас даже уже немножко зубов, не все зубы, да? Бабка старая, короче. Ну, она любит, только скажешь, поехали на дачу. Бегом бежит впереди, как в том видео, да, шарик брать, мячик брать. Все, лишь бы только не забыли, сядет, сидит, еще подгавкивает, что мы так долго собираемся, да? Да, Тина? Да, да. На дачу она с нами ездит, да, она нас любит, конечно. Мы приходим, нам всегда так смешно, нам всегда кажется, что у нас дом, она живет в доме у нас. И это... Приходим, когда с работы, она так гавкает и ругается, и ворчит, и как будто мы к ней пришли в гости. Дом — это ее будка. А мы у нее только в гостях. Ну ладно, всем пока, пойдем поливать и подвязывать баклажаны. Сейчас